Всем доброго времени суток. Продолжаем собирать модуль Тетрак. В этом видео я расскажу о электропроводке модуля, о подключении шины и о подключении стрелки, если вы планируете использовать электромагнитные переключения. Итак, для подключения используется разъем мини-фит. Мама располагается с левой стороны от путей, главных путей, и, соответственно, папа с правой стороны. Для подключения я использую для коммутации вот такую колодку на 10 контактов и буду подключать ее согласно распиновке от 1 до 10 контакта. И на примере папы сейчас покажу. Для шины я использую провода сечением 1 квадратный миллиметр и отводы полквадрата. Итак, просто под винты я подключаю провода и сразу, где пути, буду подключать уже и рельсы. То есть первый это у нас синий провод первого пути. Второй это синий второго пути. Но поскольку у меня второй главный путь и боковой путь от него же уходит, я подключаю сюда два этих пути. Дальше у нас идет плюс питание для декодеров, для переключения стрелки и для других нужд. Следующий у нас идет сигнал DCC для декодеров, если они будут использоваться. И следующий контакт переменная 16 вольт. Если вы на своих модулях не планируете использовать DCC шину, переменное напряжение, постоянное напряжение, то можно ограничиться только подключением проводов для главных путей. Хотя я у себя не планирую использовать ни декодеры, соответственно, мне не нужно будет питание переменное, не нужна будет шина DCC, но тем не менее я ее прокладываю для того, чтобы обеспечить совместимость с модулями коллег, которые планируют использовать данные провода шины. Так, восьмой это у нас минус 12 вольт для питания декодеров. Или я буду использовать для переключения стрелки. DCC шина второй провод. Переменная 16 вольт второй провод. Теперь я соберу провода при помощи стяжек. Поэтому 3 штучки на такой отрезок вполне будет достаточно. И теперь вот таким образом я вот здесь укладываю. Все. Теперь я подключу вторую сторону и чуть позже я расскажу о том, как сделать подключение стрелки. Для подключения к шине командной станции или блоков управления аналоговых я сделал вот такой тройничок, который вставляется между соединителями у любых модулей. То есть с одной стороны у него папа, мама и еще одна мама для проводов, которые непосредственно идут к блоку питания, либо же к пультам управления. Подключается следующим образом. Просто в разрыв вставляется тройник. И сюда к разъему подключаются отводы на
у меня сделано это на 12 вольт питания и питание путей внешнего и внутреннего. Для того, чтобы их запараллелить, то есть для того, чтобы управлять цифровой командной станцией, либо одним блоком управлять двумя путями, у меня еще вот такой тройничок, при помощи которого рельсы объединяются в один выход, который уже можно подключить либо к командной станции, либо к пульту управления аналоговыми локомотивами. Вот и вся хитрость с проводкой. И сейчас я еще расскажу о нюансах электропроводки на модулях развилки. Там есть некоторые особенности. И в заключение несколько слов о нюансах проводки на модулях развилки. В центральной части разъемы никакие не делаются. Шина проходит от входа в модуль и выхода в модуль. Получается, что вот эти рельсы запитаны от шины левого модуля, вот эти рельсы от шины правого модуля. И здесь нет смысла никакого их соединять. Если мы собираем линейную схему и используем модули развилки в качестве поворотов, что у нас происходит в этом случае? По внешнему рельсу идет синий провод, по внутреннему идет белый. Получается как бы замыкание. Но нюанс линейной схемы заключается в том, что локомотивы движутся по рельсам в разном направлении. Соответственно, в обычном режиме у нас, допустим, плюс идет по внешним, минус по внутренним рельсам. Но когда локомотив развернется, у нас здесь плюс должен быть на внешнем рельсе внешнего пути и на внутреннем рельсе внутреннего пути. То есть нам нужно инвертировать полярность на внутреннем рельсе. Это можно делать с помощью схемы, которую вы сейчас видите на экране. Либо же, вот как у меня два выхода, и я просто внутренний выход проводов подключаю через вот такой переходник, в котором поменена полярность местами. И вот таким вот образом я могу подключить к источникам управления, блокам управления. В каком случае может понадобиться разъемы на этих путях? В том случае, если между модулей развилки мы будем устанавливать прямые модули. В этом случае, поскольку у нас разъемов здесь нет, модуль получится без питания. Питание на него подать нужно. Поскольку модуль можно установить как вот в таком положении, так и в таком положении, непонятно, мама или папа здесь нужно делать. Кроме того, здесь на этом участке получается опять у нас линейная схема, и нужно делать инверсию на внутреннем пути. Я для этих целей сделал два вот таких хвостовика, просто мама, папа. И в зависимости от того, какой разъем мне здесь нужен, я просто подключаю к гребенке нужный хвостик и таким образом подаю питание на этот модуль. Вот все, что касается электропроводки. Надеюсь, что информация полезная. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока-пока.